Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать данные из MarkViz в любую систему по Webhook. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из MarkViz в другие системы. Например, через Webhook вести учет новых квизов. Удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkViz. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить квизы». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MarkViz к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL приема данных и перейти к настройке MarkViz. Именно на этот URL будут приходить все новые заполнения квизов из MarkViz. Кликаем на «Редактировать». Открываем вкладку «Интеграции». Листаем вниз и находим окно Webhook. Добавляем наш скопированный Webhook и обязательно сохраняемся. На этом подключение завершено. Теперь необходимо заполнить тестовый квиз, чтобы данные появились в системе Apex Drive. После заполнения квиза возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по квизу, который мы только что заполнили. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных MarkViz успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Webhook. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправка данных». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт Webhook в системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать URL для отправки данных, на который будут приходить данные при каждом новом квизе из MarkViz. Для того, чтобы проверить, как это работает, сгенерируем такой URL в системе Apex Drive. Для этого необходимо будет создать новую связь и в источнике данных указать систему Webhook, которая предоставит нам URL для приема данных. Копируем URL для приема данных и вставляем его в нашу связь с MarkViz. Когда виртуальный аккаунт Webhook создан, кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать тип отправки, а также составить название переменных, которые будут отправляться в систему, которую вы выбрали. Указываем название переменных. После этого, чтобы добавить значение нашей переменной, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Чтобы появилась еще одна пара значений, кликаем «Добавить». Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться на указанный Webhook. Для того, чтобы проверить корректность настройки,
Кликаем «Отправить тестовые данные в webhook». После успешной отправки переходим в систему, куда мы передаем данные, и проверяем результат. В данном случае мы переходим в систему Apex Drive и подгружаем тестовые данные в источнике. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных Webhook завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Предыдущую связь, которая была использована в качестве примера, можно удалить. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!